запутался в карте, пошел в другую сторону. Вот так вот. Ну и не платили. И как вам сейчас весело? Насильно ли набивают эти татуировки? Ну да, сказали набивать. Всех заставляют, чтобы набивали. Ваша фамилия, имя, отчество, место рождения его. Шповалов Григорий Андреевич, 1982 год, 25 августа. Сколько полных лет? Полных 42. 42. Где вы родились, где жили? Амурская область, город Благовещенск. Расскажите про вашу жизнь до войны, где вы учились, про вашу семью. Работал я электрогазосварщиком на бетонном заводе. Ну, как бы с семьей всегда на лад был. Когда я просто раздельно начал жить, залез в кредиты. Кредит большой, как бы, пришлось подписать контракт. Какие у вас обстоятельства подписания контракта? Получается, просто закрыть кредит. Да, Да, это получилось сделать? нет. Сколько вы пробыли на СВО после подписания контракта? Сейчас третий месяц пошел, но третий месяц когда нас послали на боевые задания, я всего 7 дней пробыл на боевых заданиях. То есть до этого у вас был курс молодого бойца? Получается, 3 недели курса молодого бойца, ну а потом просто засели в деревне и все, и ждали, пока нам скажут, что делать. После подписания контракта что вам обещали? Будешь, сказали, водитель-заправщик. Мгм. Ну, приехал, а мне говорят, ты попал в штурмовое. И что вы почувствовали? Я почувствовал, я начал звонить тому человеку, который со мной работал. Я, говорит, разберусь, ну и до сих пор он разбирается, а я сейчас нахожусь здесь. Как выглядел ваш курс молодого бойца? Так как сказать вам. Побегали, постреляли, ну и все, в принципе. Мгм. Вот так вот и прошло все. После КМБ какое снаряжение вам выдали для войны? У меня был автомат Калашникова. Не помню точно, как называется, но помню год автомата, 92-й год. Складывался у меня приклад задний, 2 гранаты было у меня и 3 обоймы. Все. Каска, Каска была. плитоноска? Нет, бронежилет я сам покупал. То есть вам его не выдали? Нет, не выдавали ничего. Покупаешь все сам. А вы задавали вопросы, почему это не выдается? Как бы не задавал я этого вопроса, но те, кто мобилизованы, да, им выдавали. Угу. Или те, кто срочку прошел, тем выдавали. Угу. Ну, я так думаю, то, что если у тебя деньги есть, если ты их получаешь, значит, ты должен сам все себе приобрести. У вас была зарплата на тот момент уже? На тот момент мне пришло 400 тысяч, грубо говоря, пришло. Все эти деньги улетели, вот, чтобы собрать хотя бы что-то. Ага. Все собрали? Трусы, носки, бронежилет, для прикладов, для обоймы, для гранат. Вот это я все покупал. От сумки? Да. Ага. И Все по раздельности, также плиты покупали. Ага. Сколько вам обещали при подписании контракта? Вообще 800. В месяц? Нет. Вот 800 они выплачивают, Угу. а дальше я не знаю, сколько оно идет. Я даже толком контракт не прочитал. Почему? Все в спешке, все быстрее, быстрее, быстрее. А почему так? Потому что должны были отправить на следующий день. Сколько раз вы выезжали на полигон во время курса молодого бойца? 3 недели. Посчитать, это получается 14 плюс 31 день, грубо говоря. Нет, сколько раз вы на полигон стрелять выезжали? На полигон? Вот, выезжали, как сказать вам, 3 недели ровно. Каждый день? Да, каждый день. И все это время вы стреляли? Да, стреляли. Медподготовка была небольшая.
Ну и, соответственно, по связи. Все. Расскажите о медицинской подготовке, как она проходит. Медицинская подготовка проходит в период стрельбы. Мгм. То есть, допустим, дали задание, ты бежишь, либо об растяжку Мгм. задел, банки висели, Мгм. либо что-нибудь взрывалось, небольшое такое, которое человеку вреда не принесет. Все, падай, говорят, у тебя, говорит, правая нога. Ага. Ну, берешь, соответственно, этот Турникет или жгут эти? жгут, Ага. достаешь его, перетягиваешь ногу. Ага. Ну как, ты лежишь, то есть в лежачем положении. Ты должен ногу перекинуть, Мгм. ту, которую это, затянуть ее, Мгм. чтобы кровь остановить, Мгм. осмотреть рану, Мгм. поставить обезболивающее, обезболивающее, кровеостанавливающее, ну и, соответственно, перемотать ногу. Все зависит от того, какое ранение. Я понял. То Так есть же. про турникеты вы не слышали? Про турникет слышал. Ну, То есть, ну, не очень. как бы показали все, но в действии я пробовал его, у меня ничего не получается. Ага. Ну и алгоритм Марч. Типа. Нет, такого не Ну, я знаю. понял. Из чего учились стрелять? С автоматов, Только. только с автоматов. Другие подразделения, да, допустим, там кто-то с гранатомета, кто-то с пулемета, кто-то, ну, все по-разному. Все зависело от отряда. Ну, мы про вас говорим. Автоматы. Как вы попали в плен? Я был тяжело ранен, то есть у меня, ну, можно сказать, в голову попадание, МПВшка, или как она правильно называется. Не дрон? А? FPV? Ну, Ну, дрон. да, Мгм. вот. Ну, как бы прошло вот это все. До вот этой всей беды у меня еще ранения осколочные, ну, незначительные. Вот. 2 руки, 1 нога, ну и на спине немного. Это за 7 дней. Осколок. За Да. 7 дней, что вы на... Да, осколки. Ну, а в шею нож, я, можно сказать, сам, как говорится, случайно так дернулся и... Нет, давайте сначала. Но при штурмовых действиях, правильно, Да. вас взяли в плен. Нет, я, получается, был ранен сильно. Так. Я шел в сторону деревни, где должны были встретить меня хоть кто-то из своих. Как называется деревня? Толстой. Ага. Я думал, может быть, кто там есть. Запутался в карте, пошел в другую сторону. Ага. Ну, как бы подошел, то, что было мощь, я спросил у людей. Такая-то часть, так, допустим. Да. Ну, можно сказать, чуть не в обморочном состоянии. Можно сказать, упал. Они мне начали помогать, и, соответственно, я начал, Отбиваться. да. И воткнули себе нож. Ну, чистая случайность. Я понял. И штурмовики русского добровольческого корпуса оказали вам помощь. Да, оказали помощь. Ну, и потом уже, как бы, и во втором месте мне помогли, пока вели, потому что я с собой не совладал, Мгм. как бы, мог, ну, обычный человек, когда в шоковом состоянии, что он может сделать? Всякое, Мгм. вот. Как к вам относятся к плену? Знаете, я сам в шоке. Хотя слышал вообще, как мне говорили, то, что будут издеваться, будут избивать, будут резать. Я этого не увидел. Мгм. Просто люди оказали хорошую помощь, кормят, поят, Мгм. моешься. Все, перевязка каждый день. Мгм. Как бы просто в шоке. Что вы знали про русский добровольческий корпус до плена?
Честно, ничего. Вообще ничего не знал. Покажите ваши тату, которые есть все. Все? Ага. Давайте следующее. Это что? Набит. Номер личный, Позывной ваш Шумахер. да. Почему? Ну, потому что быстро бегал и мог пройти так, то, что никто не услышит. Насильно ли набивают эти татуировки? Да. А, Ну, насильно как? Говорят, чтоб у всех были. Как-то раз приехал, не знаю, главный, не главный он сказал, поднимите, говорит, ну, кто не стриженный, кто не бритый, соответственно, получали втык. угу. Все, у всех вот эта татуировка есть. Угу. У всех. Это были люди, ну, как, знают, ручкой нарисовали, потом стерли. Но все равно брали и проверяли. Утром, вечером. Ну, утром, днем, вечером. Приходила комиссия также. И проверяли это все. Угу. Так, а как набивали их? Была машинка. Ага. И были, получается, иглы. Много игл. Допустим, одного пробили, снимают иглу, как обычно, ставят другую. Так же. Вот. И каждого татуируют так. Ну, Новой этой иглой. угу. А где вам набили ее? До курса молодого бойца? После? До курса молодого бойца. То есть при подписании контракта? Не, после контракта, да. После контракта? До КМБ? Да. Ага. Какое отношение вот мы видим в интернете, да, там как заставляют драться в ямах тех, кто провинился, кого-то насилуют. Это, знаете, я впервые, честно говорю, услышал вот от многих, кто вот рассказывал. Нас единственное сказали, то идти только вперед, назад шагнете, вас обнулят. Это точнее, ты домой не ворачиваешься. Путь в один конец. Кто должен был вас обнулить в случае, если бы вы пошли назад? Любой из наших. То есть у вас есть такой приказ официальный? Ну, типа... Это даже по рации было слышно. Угу. Вот, говорит, пятихатки, вот 300-е пацаны, которые вот, их просто оставляли и шли дальше. Никто не оказывал вам помощь? Никто. Оттащили, допустим, оказали в один момент, все, жди, к тебе помощь придет. И все эти ребята лежат 200-е. За что тут сражается Российская Федерация? Ну, наверное, что-то отхапать себе захотела. Но знаю единственное, то, что ваши люди борются за свою землю. Как вы считаете, деньги, которые выплачиваются людям за то, чтобы они шли и убивали граждан другой страны, могли бы пойти, например, на благоустройство Благовещенска, вашего родного? Можно было потратить и на то, чтобы там что-то построить, что-то бы детям помочь, там, не знаю, садики построить, школы построить, которых не так много. Чего не хватает в Благовещенске? В Благовещенске я именно не знаю, чего не хватает, но знаю, что не хватает сейчас в деревнях. Что? Школ не хватает, детских садов. Угу. Ну, там для детей, допустим, как она называется, детская площадка. Угу. Да куда ни глянь, там нету такого. Даже сельхозы и то развалились все. Там нету работы. Какое ваше обращение к тем, кто хочет подписать контракт и поехать воевать в Украину? Лучше не ехать, а добровольно просто, как по-своему быть, жить спокойно и не суваться куда не следует. Ваша фамилия, имя, отчество, место рождения и возраст. Я Разуваев Александр Сергеевич, 8.11.91 года, 33 мне года сейчас. 33 года. Отлично. Где вы родились, где жили? Родился я Республика Бурятия, город Кяхта,
а проживаю в данный момент город Улан-Удэ. Расскажите про ваше детство, как вы росли и про вашу настоящую жизнь до войны. Рос я в благополучной семье. Мама, папа, в полноценной семье, сестра, дедушки, бабушки были. Ну, жили неплохо, хорошо жили. Покушать постоянно все было на столе. Одетые, обутые. Как учились? Не очень, на тройке. Что после школы, институт? После школы в лицей поступил. Лицей? Ну да. Лицей номер 15. Отучился 3,5 года там на автомеханика. После этого я ушел, там буквально через месяцев 8, наверное, ушел в армию. Получил права и ушел в армию. На срочную службу? На срочную службу в 2011 году. А в 2012 пришел со службы, отдохнул, получается, и пошел работать водителем. Дети есть? Жена? Есть. Сколько детей? У супруги просто был ребенок старший, и от меня второй ребенок. Так, девочка 11 лет. Сейчас? Да. Какие обстоятельства подписания контракта, как вы попали на войну? До войны в 2023 году работал, до подписания контракта работал водитель инкассатор. Вот. В Улан-Удэ? В Улан-Удэ, да. В Росинкассе. Зарплату начали убавлять, люди стали увольняться потихоньку. С чем связано убавление зарплаты? Это я не могу узнать. Все, вот. Маршрутов больше, времени на семью как бы не хватало, денег тоже не хватало. И вот друзья посоветовали: иди к нам по контракту в тыловую часть. Ну и пошел. В декабре 23-го подписал контракт. И пошел служить. В мае 24-го якобы уехал в командировку на 2 месяца в Хабаровск. Ну и вот с того времени до сих пор нахожусь, как в зоне СВО или как. На войне? Да. То есть вы пошли из-за денег? Да. Сколько вы зарабатывали инкассатором? В инкассации где-то выходило плюс-минус 55, вот так вот. Этого не хватает? Это не хватает, потому что стали зарплаты все ниже и ниже. И часы переработки убрали у нас, и стала зарплата около 30, наверное, 6, может, вот так вот. Вот эти 15-20 тысяч рублей так повлияли на ваше решение, на качество жизни? Вы решили отправиться убивать граждан другой страны? Получается так. До приезда вот сюда, в Донецкую область, да, я был на Курском направлении вообще. Это боевые действия считаются там, в область? Да, считается, но сначала как-то было 2 месяца, наверное, типа, что мы в зоне КТО находимся, не на СВО. Вот так вот. И не платили. Потом перерасчет все сделали и стали платить. Расскажите про КМБ ваш. КМБ не было. Перед отправкой на войну у вас не было? Не было. Нам, как сказали, едете восстановить технику нерабочую, на ремонт техники, и все. Вам обещали штурм? Ничего не обещали. Технику. Это мы уже в Хабаровске узнали, что через 5 дней, что борт, летим в Ростов, типа, и вот в Ростов мы прилетели, тут новый полк, закреп территории мы были, вот. Вот так вот, и вот с ними дальше вот двигался. Когда в Улан-Удэ жили, там вас учили стрелять?
Нет, нет, нет. Ну, медицинское. Не, что-то. нет. Вы приезжаете чинить, и что потом? Мы были как в ремвзвод, Мгм. но технику не чинили никакую, потому что ее не было. Как вы оказались на этом направлении? Тот командир с Бурятии перевел или перевел меня в другую, в Читинскую, вот в эту часть 36-ю. Конкретно вас? Конкретно меня и еще 4 человек. Почему так? Не могу знать. Ага. Сидели в доме, ну, походили там, пофотались флагом, типа, с российским. А где? Деревня Андреевка, да. Все, нам сказали, закрепляйтесь все в доме. Но мы закрепились. И ночь переночевали, а говорить, что выпивали. В смысле говорите, рассказывайте. Да. Нашли в погребе вино, воды потому что не было. Ну и 3-литровую банку вина выпили мы. На следующий день пришли люди, человек 5 или 6, к нам в дом. Мы свои, они сказали, мы посмотрели шевроны, все, ну, Россия. Все, открыли двери, они зашли, так и так, мужики. Все, пойдемте с нами. Ваш командир в курсе, как бы, и все, и мы ушли. Вы ждали ремонта техники, но при этом стали штурмовиком. Как это произошло? Вас перевели в другую часть Да, и вас отправили штурмовать. да, тоже без подготовки, без всего. Ага. А какое снаряжение, амуницию вам выдали? Бронежилет, каску, автомат. Ага. Гранаты? Так, гранаты не было. 3 рожка на бронежилете, 1 в автомате и пачку еще патронов. Ага. Всё. Гранат не было? Но у меня не было, у второго были. Ага. Вы что-то сами себе докупали? А когда? Ну, Нет. не успели, и вас вот так отправили. Вы в своих кроссовках пошли. Я понял. Хорошо. Как к вам относятся в плену? В плену относятся хорошо. Мы когда сюда прибыли, помылись, накормили нас, дали сигареты. Угу. Ну и место, где спать. Угу. Что вы знали про русский добровольческий корпус до плена? Ничего. Угу. Про Азов, тройку. Ничего такого я не знал. Какие у вас есть татуировки? Только вот здесь, на руке за вас. Это с армии еще. А за кого? За веселую армейскую службу. И как вам сейчас весело? Есть ли у вас татуировка жетона? Нету. Итак, я хочу, чтобы вы обратились к тем, кто хочет подписать контракт с ВСРФ. Друзья, я вам так скажу. Не надо, наверное, подписывать контракт этот. Потому что это ни к чему хорошему не приводит. Здесь люди жили без нас хорошо. А сейчас вдруг мы здесь. Так что не надо контракт.